Мини-ПК от Xiaomi, который оснащен процессором Intel Core i5-1240p с 12 ядрами и 16 потоками, 16 ГБ памяти DDR4 с поддержкой до 64 ГБ и NVMe SSD-накопитель PCIe версии 4.0 на 512 ГБ с возможностью расширить до 4 ТБ. Также он имеет в стоке Windows 11, 2 USB-порта Thunderbolt 4, стильный дизайн, небольшие габариты, алюминиевый корпус. Как вы уже поняли, обо всем этом нам заявляет производитель в рекламе к устройству под названием Xiaomi Mini ПК. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данный компактный ПК от Xiaomi в черной стильной коробке. На ней есть код, название модели и краткие характеристики. Пакинг отличный. В комплекте мы имеем сам ПК, краткое руководство пользователей и адаптер питания 20 вольт 5 ампер, 100 ватт с китайской вилкой. Кабель питания несъемный, а также в комплекте нет никакого мешочка для переноски. За что огромный минус, потому что стоимость в Китае радует, не в Китае не радует. Весит устройство 434 грамма, а габариты 112 на 112 на 38 миллиметров. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов пока 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Скоро буду 8 серию разыгрывать. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. По 17 тысяч недавно продавался Realme 10 Pro Plus, если кто понимает. Xiaomi 13 стабильно глобальные версии продают от 52 до 56. Обо всем этом я вас информирую. Мой личный телеграм-канал, где я скидываю результаты тестов до обзоров, и мы там с вами общаемся. Плюс я там мини-стримы даже начал проводить. И телеграм-канал взаимопомощи. Перейдем же к мини-ПК. Полетели. Приобрести данный девайс можно только в единственной темно-серой расцветке. Дизайн, разумеется, минималистичный, выглядит он стильно и аккуратно. К слову, данная модель внешне очень напоминает мини-ПК IT11, но у Xiaomi нет отверстий для крепления на тыльную часть монитора, в отличие от IT11, что означает, что его можно установить только на стол. На столе много места не занимает, взять с собой куда-то его можно, положив в рюкзак, без каких-то проблем. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, есть отверстие для теплоотведения, материалы хорошие, по сборке вопросов нет. На передней части расположили разъем на 3,5 мм для подключения наушников, колонки или любого другого аудиоустройства, 2 USB-порта версии 3.2, LED-индикатор и кнопку питания. С тыльной части разъем для питания, 1 USB-порт версии 2.0 и 1 версии 3.2, 2 HDMI версии 2.0, порт проводной сети на 2,5 гигабита в секунду и 2 Type-C порта с интерфейсом Thunderbolt 4 версии. Это прям очень круто, входная мощность здесь 100 Вт. Летим дальше. Процессор установлен Intel Core i5-1240p с 12 ядрами и 16 потоками. Техпроцесс 10 нанометров, частота 1,7 ГГц с разгоном до 4,4 ГГц. Графика Intel Iris Xe, операционная система в стоке Windows 11, но покупать с Windows 11 смысла 0. Почему? Потому что она не глобальная, а китайская. Китайская только на китайском языке, вы мне можете долго рассказывать, что вы без проблем язык поменяете, но она залочена, и если у вас это дело получилось, то вам в принципе этот компьютер не нужен, у вас хватит мозгов любой допилить из компьютеров, которые в 2 раза дешевле. Чтобы разобрать мини-ПК, необходимо снять прорезиненные ножки с нижней части и отвинтить 4 винта. Установлено здесь 2 модуля памяти DDR4 на 320 МГц, SO-DIMM от ForceC по 8 ГБ. Суммарно получается 16. Но также можно расширить до 64 ГБ. На борту установлен разъем NVMe 2280 стандартный SSD и накопитель XP2000 PCIe 4.0, также от ForceC, объем на 512 ГБ. По всей видимости, еще можно расширить до 4 ТБ. Для расширения есть порт BKM2 стандарта 2242. Как вы уже поняли, Xiaomi Mini ПК легко разобрать и докинуть то, что вам необходимо. Результаты тестирования стоковой памяти вы можете наблюдать на экране. На чтение 3947, на запись 2614. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии, а Bluetooth на борту версии 5.3, что хорошо. Сетевая карта Intel AX211, по стабильности связи вопросов нет. Летим дальше. Что касается работы самого устройства. Стандартные задачи он выполняет хорошо. Система работает довольно быстро, ничего не тормозит и не подвисает. Использовать для работы в офисе, серфинге в интернете, просмотра фильмов или роликов на YouTube однозначно можно. Если говорить о работе в приложениях для фотообработки, создания иллюстраций или подобного, Xiaomi Mini ПК показал себя в целом неплохо. К слову, на нем можно даже нарезать небольшие объемы видеоматериала с разрешением 1080p, так как 4К его сильно нагружают, и я попробовал, однозначно не стоит его юзать. Для тяжелых игр он не подойдет, а простенькие игры со средними или ниже настройками графики играть можно. В плане шума вопросов сильных в принципе нет. Да, слышен звук системы охлаждения, но только при нагрузках. Сказать, что он мешает, я не могу. Хорошо, что система охлаждения неплохо справляется, правда? Перейдем же к небольшим тестам, что самое интересное. В CPU-Z при прогонке процессора вышла в 1%
однопоточном тесте 669, в многопоточном 5121. В Geekbench 6 Xiaomi Mini ПК показал Single Core 1244, Multicore 7394, а Vulkan Score 15503. Cinebench R23 в CPU Multicore 8565, в CPU Single Core 1504 очка. 3D Mark Type Spy 1250. Минусы — это скромный комплект, нет отверстий для креплений, довольно высокая цена, абсолютно бесполезная винда, если вы с ней купили. Много аналогов от брендов, я бы сказал, B-эшелона, но от того, что здесь шильдик Xiaomi на коробке, особо она лучше работать, как вы понимаете, не будет. И, к слову, мини-ПК может работать с двумя мониторами. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Резюмирую. Мини-ПК первый, к слову, от Xiaomi для работы или повседневного использования без сильных нагрузок. Хороший вариант как для ПК такого типа. От меня девайс сюда. Я знаю, что есть умельцы, которые допиливают самые-самые печальные коробки и даже допаивают материнские платы внутри. Этот девайс про то, что ты достал его из коробки, установил винду и пользуешься. Кому надо, тот память докинет. Пишем в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Не забудьте посмотреть, что у меня там на лайв-канале. Я там выгружаю много тестов и распаковок разных девайсов. Добра и удачи вам, дорогие друзья!